Здравствуйте, это радио Вашингтон, у микрофона Данила Гальперович. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И сегодня у нас специальный выпуск, посвященный тому, как работает и переживает войну журналистика Украины и чем она отличается от российской пропаганды, которая, по мнению многих украинцев, союзников Украины и международных организаций, является прямой соучастницей агрессии России. Об этом я поговорил с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. И эту беседу я предлагаю вашему вниманию. Сергей, я хотел бы начать разговор с того, как украинская журналистика пострадала от войны, развязанной Россией, и как 3 с лишним года этой войны сказались вообще на журналистах. Вы возглавляете Национальный союз журналистов Украины, и я думаю, вам лучше других видны эти изменения. Конечно, это тяжелый вопрос, поскольку все в один день у нас изменилось, но в то же время я очень горд за нашу профессию, за моих коллег. И действительно сейчас мы видим очень много примеров, когда наши коллеги исполняют миссию. И если раньше у нас были дискуссии, либо мы учились на примерах, тот же Watergate скандал, когда мы на книжных примерах говорили о роли журналистов, о мужестве, о влиянии, о служении обществу, то сейчас у нас в избытке хороших профессиональных историй, и это наши коллеги, которые работают в прифронтовых медиа или местных медиа, территории, которые сейчас, к сожалению, являются фронтовыми. Это и военные корреспонденты как национальных, так и международных медиа, которые рискуют жизнью, но информируют о событиях, которые происходят на фронте. Это и журналисты-расследователи, которые раскрывают военные преступления России на этой несправедливой войне. В то же время, конечно же, если говорить о цене или о испытаниях, то тут, во-первых, мы говорим о том, что несправедливая война, она забирает жизнь журналистов и медийщиков, и по данным Национального союза журналистов Украины более 100 журналистов и медийщиков погибло после вторжения. При этом 18 коллег именно погибли при исполнении профессиональной деятельности, а также погибли гражданские среди журналистов и наши герои, которые погибли, будучи в украинской армии. Но мы, опять же, помним каждое имя, поскольку война забрала с ньюсрумов наших коллег. Также большое испытание и очень такая чувствительная для нас тема — это пленные украинские журналисты. По данным Национального союза журналистов Украины, на сегодняшний момент минимум 31 журналист и медиа-сотрудник украинских медиа находится в российском заключении, либо плену. И как мы по трагической истории нашей коллеги Виктории Рощиной понимаем, что плен — это не просто заключение и лишение свободы, ограничение свободы, а это пытки, это давление, это нечеловеческие условия содержания, отсутствие гарантии получения какой-либо юридической помощи, медицинской и другой. А как украинские медиа выживают, при том, что экономика Украины разрушается происходящей войной? После безопасности самое большое испытание — это экономический кризис в сфере украинских медиа. Мы как союз каждую неделю, каждый месяц получаем и фиксируем новости о том, что закрываются украинские, в первую очередь, региональные телеканалы, радиоканалы, газеты, онлайн-медиа. У нас катастрофически сокращается медиапространство, поскольку война, она забирает возможность получения классических доходов от рекламы, от подписок. И в условиях экономического кризиса многие из наших коллег, они уходят из профессии, и, соответственно, у украинцев сокращается доступ к важной информации. Скажите, работают ли сейчас украинские журналисты на территориях Украины, оккупированных Россией, или это вообще не представляется возможным?
не представляется, к сожалению, поскольку фактически любой журналист на временно оккупированной территории, он находится в зоне повышенного риска, и никаких средств защиты, никакие международные конвенции сегодня не спасают журналистов на оккупированной территории. И опять же, мы вспоминаем Викторию Рощину, которая надеялась соблюдением правил безопасности, скрытности, анонимности, но делать репортажи с оккупированной территории, и за это она поплатилась жизнью. Поэтому и наша официальная позиция как Союза журналистов Украины и медиаэкспертов, мы все же призываем не рисковать, поскольку это смертельно опасно. Мы понимаем, что очень важно получать информацию, как живут люди на временно оккупированных территориях, но опять же, это сопряжено с очень большим риском. Поэтому больше сейчас специализируются как международные, так и национальные медиа на работе с открытыми источниками, на мониторинге социальных сетей. Мы решительно призываем не искать пути проникновения на оккупированную территорию и не устанавливать источники информации на оккупированной территории. Как по-вашему, насколько война повлияла на объективность и беспристрастность журналистов в самой Украине? Я понимаю, что трудно оставаться нейтральным, когда война пришла в твой дом, и это очень давний спор, можно ли и нужно ли оставаться в такой ситуации беспристрастным. Я просто замечаю, что иногда к публикациям в украинских медиа некоторые мои коллеги стали относиться как к ангажированным и вследствие этого не вызывающим большого доверия. Что вы об этом думаете? Тоже я вижу, что главная проблема – это российские пропагандистские медиа, российские пропагандисты. А сегодня я все же вижу, что украинские журналисты и медиа, они стараются корректно освещать события. Конечно же, поскольку несправедливая война идет на территории Украины, каждый журналист, он и гражданин, и мы стараемся помогать в сопротивлении злу и агрессии, но в то же время, поскольку в принципе у нас главные ценности стремления к свободе, к демократии, к Европе, и именно поэтому Путин и старается подавить Украину, то в этом и различие. То есть мы не хотим и мы не видим будущее Украины как анти-России, где маленькая страна со своей пропагандой против большой тиранической России. То есть мы видим будущее Украины как части свободного мира, и для нас ценности свободы слова, они очень важны и для всего украинского общества, и для журналистов. И если мы будем сравнивать контент международных медиа, военкоров, известных изданий, либо медиа из демократических стран, и будем сравнивать с контентом украинских медиа, я не вижу большого различия и в освещении событий военных, либо важных событий. То есть я вижу и профессионализм, и мужество. Да, но даже по моим наблюдениям в медиа Украины бывают публикации, которые явно принимают сторону одних чиновников против других, или просто высказываются очень комплиментарно о каких-то деятелях. Что вы об этом думаете? То, что есть некоторые публикации комплиментарные к чиновникам, либо еще каким-то, они не характеризуют все украинское медиапространство. Поэтому тут на сегодняшний момент, опять же, те ограничения, которые можно трактовать как официальная военная цензура, они не оспариваются ни журналистами международных медиа, ни национальных медиа. Официальное требование армейской цензуры
цензуры, либо армейских пресс-офицеров, не столько расставлять какие-то политические акценты, а сколько ограничивать распространение чувствительной к национальной безопасности информации. То есть главное, что у нас нет системы пропаганды, и в отличие, если мы смотрим и оцениваем ситуацию в России, мы четко оцениваем, что для Путина пропаганда — это часть военного вторжения. И столько внимания, сколько российские власти уделяют вооружению, танкам, солдатам, армии, они же уделяют и фабрикации информации, манипулированию. И опять же, пропаганда — это уже система изоляции граждан от объективной информации, система подавления независимых либо профессиональных медиа и журналистики. В Украине системы пропагандистских медиа, пропагандистского освещения, которое бы полностью заменяло гражданам доступ к реальной информации, нет. Хотя, опять же, есть темы, которые и мы в профессиональном сообществе обсуждаем. Вы упомянули российскую пропаганду как одно из реальных оружий Москвы в войне, которую она сейчас ведет против Украины. В Страсбурге в эти дни в рамках Совета Европы пытаются разработать механизм и основы для трибунала по преступлению агрессии. Он должен осудить российское руководство. Как вы считаете, возможно ли для Украины добиться того, чтобы российские пропагандисты понесли ответственность наравне с Кремлем и военными за развязывание этой агрессии? К сожалению, ответственности как трибунала над российскими пропагандистами еще он не состоялся. Идут обсуждения идей, как все же оценивать и наказывать за эти военные преступления, поскольку именно вот эта пропаганда, которая является помощью для военного вторжения и как результата убийства тысяч мирных граждан. Поэтому этот вопрос открытый. Мы, как Национальный союз журналистов Украины, мы призываем к трибуналу над российскими пропагандистами. Но в то же время фактом является то, что у российских пропагандистов в цивилизованном обществе отбирается и не признается статус журналистов за сотрудниками российских медиа, пропагандистских медиа. То есть четко и решение Международной федерации журналистов, которые мы поддерживаем, которая остановила членство Российского союза журналистов в Международной федерации журналистов, это показывает, что все-таки есть водораздел, а пропагандисты, они не имеют права в цивилизованном мире называть себя журналистами. Но понятно, что представители пропагандистских медиа, им комфортно в России, где у них уважаемый статус, где они чувствуют важность свою для войны, для властей, но они находятся в изоляции, и, конечно, они могут получать признание только у таких же, как и они, пропагандистов, либо сотрудников несвободных медиа в других несвободных странах. А что, по-вашему, мешает Западу решительнее относиться к российским пропагандистам? Может, это появившаяся в последнее время тяга прекратить эту войну любыми средствами? Может быть, что-нибудь еще? Если в глобальном мире отсутствует большая коалиция доброй воли поддержать справедливость и наказать зло, то тогда и проблемно говорить о реальном наказании, о трибуналах. Если мы видим, что те же Соединенные Штаты Америки, которые всегда были лидером свободного демократического мира, сейчас они меняют свои настройки, и Штаты официально готовы к компромиссам с несвободной Россией, тогда и вопрос вот такой коалиции в защиту добра и демократии, он все больше и больше обсуждается. Но я считаю, что и мы, как профессиональные журналисты и представители общественного мнения, общества и демократических
демократических странах и обществах мы все равно должны для себя делать выбор. Либо мы толерантны к военным преступлениям и пропаганде, либо мы делаем все, чтобы от них отмежеваться и приложить усилия к наказанию. Тут главное же, и если результатом пропаганды, результатом дезинформации, большой лжи являются смерти невинных людей, то очевидно, что все равно мы постоянно будем искать способы наказания. Минимум, что мы можем говорить, это все на их совести. Ну, конечно же, что этой совести мы, в принципе, не видим и не ощущаем. Сергей, большое спасибо за этот разговор. На этом мы заканчиваем спецвыпуск подкаста «Украина. Что происходит?» Радио Вашингтон, в котором я задавал вопросы председателю Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну против этой страны, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.